Дорогие друзья, добрый день! Давайте сделаем с вами сегодня общий расклад. Все о нем. Узнаем, о чем думает ваш загаданный человек. Первая, вторая, третья позиция. Загадывайте, выбирайте свою и давайте смотреть. Итак, каковы мысли партнера по отношению к вам? Что он думает о вас, о ваших отношениях? Смотрите, первая позиция. Здесь человек считает, что нужно идти вперед. Нужно выходить на новый уровень ваших отношений. Возможно, он несколько устал от какой-то неопределенности и хочется ему дальнейшего развития, потому что о расставании здесь вообще не помышляет. Здесь вот именно считает, что у вас много общего есть, либо достаточно такой большой период времени вами пройден вместе, и основываясь вот на это общее, основываясь на вот этот путь, который вы вместе с ним преодолели, здесь можно идти в такое счастливое будущее, которое будет, знаете, более продуктивное, чем сейчас, да, то есть это выход на новый уровень. Кто дружил, те перейдут в стадию романтики. У кого романтика уже была, здесь будут какие-то более серьезные отношения, да, у кого-то отыграется рождение детей, мысли о детках, о создании семьи. Итак, что же чувствует к вам загаданный человек? Смотрите, здесь может быть такое, что есть у вас соперница, но чувства человека к вам стабильны, хотя он, знаете, здесь вот такая двоякая ситуация. Здесь может он порой убегать от собственных чувств. Здесь у многих отыграется то, что либо есть любовница, либо вы в роли любовницы, но продолжать отношения человек хочет. И для тех, у кого здесь есть соперница, да, вот эта вот третья женщина, давайте поточнее посмотрим, что же все-таки в чувствах. Смотрите, здесь человек сожалеет о том, что есть какие-то третьи лица, чувства к вам однозначно есть. Причем, знаете, здесь может быть такое, что любить он вас любит, но в настоящий момент вот как будто бы такая вот, знаете, вот болотце такое, да, либо чувства подостыли, но это временно, но головой человек понимает, что здесь вот эти эмоции, которые могут принести деструктив, их нужно от себя убирать, нужно настраиваться на то, чтобы идти вместе дальше. То есть здесь он осознает свои ошибки, здесь он понимает, даже если есть вот эти вот третьи женщины в отношениях, да, третьи лица, он понимает, что он здесь делает неправильно и будет стараться вырулить ситуацию в такое более правильное русло, более положительное для вас обоих. Каковы намерения его по отношению к вам? Да. Здесь треугольники у кого-то. Но, смотрите, треугольники эти он намерен преодолевать. Здесь будет использовать какой-то шанс, здесь будет вот именно стараться сделать так, чтобы ваши отношения приобрели новый виток, чтобы вышли они действительно на новый уровень, потому что, вероятнее всего, какая-то неопределенность сейчас в отношениях, да, и этому могли как раз способствовать третьи лица, но понимать, что нужно что-то делать во благо вашим отношениям, во благо их развития. Каковы его тайные желания, чего же он хочет? Но он поборется. Немножко заблудился в своих желаниях, поборется, но все лишнее он уберет. Он понимает, что он делает, он понимает, что в чем-то он не прав, и свои ошибки он исправит. Каковы у него страхи? Каковы его страхи по отношению к вам?
переживает из-за финансов, из-за финансовой стороны. Вот вы знаете, такое ощущение, что в плане отношений он уверен. Он знает, что вы его примете, он знает, что в его силах изменить ситуацию, да, чтобы вы поняли друг друга, простили. Но здесь финансовые вопросы, которые заставляют его задуматься о том, получится ли у него реализовать свои планы и цели, да, купить дом, машину, посадить деревья, вот все, что связано с материальным моментом. А что же делать он будет? Смотрите, ну здесь карта императора, карта законного супруга. Смотрите, какой-то период времени ваша соперница еще поприсутствует в ваших отношениях, да, но от нее он избавится. Либо если вы в роли любовницы, здесь вы будете находиться рядом с человеком, но здесь он выбирает статус императора, здесь он законный супруг, и он будет делать все для того, чтобы сохранить свою семью, взять на себя ответственность. Вот именно за роль отца, за роль мужа. Поэтому любовницы, ходить вам в любовницах и отпускать вас не хотят. Жены, будьте спокойны. Какое-то время еще вот эта барышня помаячит на горизонте, но вы, естественно, у человека в приоритете, отношения с вами ему важны, и уходить он никуда не намерен. Свои ошибки он понимает и осознает, свои ошибки он прекрасно, как сказать-то, ощущает, да, и постарается исправить, но, возможно, здесь не сразу. Давайте посмотрим, что вам карты советуют, какой совет дают. Страхи уберите. Здесь страхи не нужны. Смотрите, вот любовницам можно переключиться на жезлового короля, да, на кого-то другого, потому что, ну, здесь человек в семье останется. Жены могут постараться убрать страхи и вернуть своему супругу чувство страсти для того, чтобы разжечь в нем вот те чувства, те эмоции, которых вам, возможно, какой-то период времени не хватало, и в связи с чем, собственно, и появилась вот эта вот дама сердца, которая сейчас мешает. Итак, благодарю вас, первый вариант, благодарю единички. Буду рада вашим лайкам, подпискам и комментариям. Идем ко второй позиции. Смотрим, что же о нем расскажут нам карты. Так, вторая позиция. Мысли его. О чем он думает. Хочет вас завоевывать, но боится. Боится. Смотрите, если ссорились, обязательно будет примирение. Те, у кого все хорошо, хочет вас завоевывать, но есть страхи, которые, знаете, вот его как будто тормозят. Причем эти страхи могут быть связаны с прошлым, да, с прошлым опытом, с какими-то воспоминаниями, либо у вас какая-то ошибка была раньше в отношениях, либо в его прошлых отношениях было что-то такое, что, ну, покоробило его, да, оставило какой-то след неизгладимый, и он теперь осторожничает. А что чувствует к вам? Смотрите, ну, во-первых, здесь считает, что вы не просто так в его жизнь пришли, да, страшный суд, это такая карта, она кармическая, да, то есть вот она пришла, и моя жизнь разделилась на до и после. И те чувства, которые у него сейчас по отношению к вам есть, они, можно сказать, что пока еще не зрелые, они набирают обороты, но... По влюбленным вообще это карта выбора, да, то есть он как будто бы определяется, но когда мы говорим о чувствах это гармония, да, это ощущение того, что с вами ему хорошо, с вами ему вот комфортно, спокойно. Но опять же, здесь человек находится в какой-то, знаете, такой неопределенности. С одной стороны, он хочет вас завоевывать, с другой стороны, у него есть страхи, и вот он, знаете, как будто бы... ждет того, что мозг даст сигнал сердцу. Ну все, люби, я разрешаю. Я считаю, что действительно здесь может быть продолжение, потому что здесь страхи, они блокируют вот эти вот все эмоции, которые могли бы быть гораздо ярче, если бы вот этих страхов не было. Каковы его намерения по отношению к вам?
Справедливость, ну здесь прям хочет, ой, прям вот семью, наверное, хочет. Да, развитие отношений хочет, хочет что-то менять. Возможно, ждет каких-то, знаете, вот знаков судьбы. Колесо фортуны, это когда вот, ну ладно, я посижу, вот сейчас вот звезды сойдутся, да, вот если дождь закончится, то я пойду. Но здесь, смотрите, во-первых, человек не хочет вас обижать, да, карта справедливость очень такая хорошая карта в плане того, что человек честный, человек открытый, у человека такие чистые намерения, и развитие он хочет, развитие ваших отношений, хочет менять ситуацию в лучшую сторону, для того, чтобы все получилось, для того, чтобы все между вами сложилось. Каковы его тайные желания? Предложение хочет вам сделать, либо подарок. Да, предложение, посмотрите, императрица, руки и сердце. Смотрите, кто уже в браке, очень интересное сочетание, императрица, верховная жрица. Смотрите, те, кто еще не в браке, здесь очень ждет того, чтобы сделать вам предложение, потому что здесь вы его действительно очень маните, очень притягиваете. Вы вот как будто бы, знаете, околдовали. Да ты же ведьма. Вот, поэтому здесь ждите предложения, приглашения, подарка какого-то. Здесь действительно он понимает, что вы будете не только прекрасной мамой, но и еще замечательной любовницей, да, то есть ему будет хватать тех эмоций, будет весь спектр вот этих чувств, которые ему так необходимы для гармоничных отношений. Каковы его страхи? Чего он боится? А вот бояться как раз может вот этого нового начала. Боится такого... Брака боится, но это, знаете, это связано с волнением, да, с одной стороны я хочу, с другой стороны я понимаю, что это будет совершенно новый уровень отношений, я понимаю, что здесь будет такое быстрое, стремительное развитие, да, и карта Иерофант, Верховный Жрец, очень часто, ну, тем более со справедливостью, карта указывает на брак, на законный, но здесь скорее, знаете, это в том формате, что волнуюсь, хочу, но боюсь, да, здесь скорее вот такое вот волнение из-за того, что повышенное чувство ответственности у человека. А что же делать-то он будет? Что он будет делать? Да, будет идти дальше, будет выходить на новый уровень. Трансформация здесь будет. Угу. Смотрите, в таком сочетании, да, тройку кубков рассматриваем как какое-то увеселительное события, да, в том числе и свадьба. Карта мира – это выход на новый уровень, это завершение цикла, соответственно, здесь и смерть, трансформация, да, что будет в итоге, давайте посмотрим. Ожидание. Здесь может долго собираться, тоже может быть такой важный финансовый вопрос, может ждать того момента, когда почувствует себя финансово стабильным, но подождет того момента, когда он сможет быть вот именно уверенным в себе, да, но отпускать вас не хочет. Будет здесь, сейчас просто время ему нужно, будет предложение руки и сердца, будет движение дальше. Давайте посмотрим вам совет карт. Здесь просто человеку нужно время, здесь у него страхи. Смотрите, здесь слушайте своего мужчину, здесь он будет принимать решение, да, король мечей, и ситуация прояснится, вам нужно только, знаете, вот его подбадривать, да, шестерка пентаклей, это такое взаимодействие продуктивное, когда вот ты мне, я тебе, ты меня, допустим, подбадриваешь, поддерживаешь, ты меня кормишь, ты мне кушать готовишь, а я тебя защищаю, да, то есть вы дополняете друг друга, даете друг другу то, чего вам вот именно не хватает. Вы поддержите его, вы вселите в него вот эту уверенность, чтобы он из такого, ну, так скажем, кубкового короля, который нерешительный, стал вот этим мечевым, который решительный, да, но опять же, подбадривать нужно правильно. Без какого-либо давления, без какого-либо прессинга, потому что здесь страхов у человека хватает, но здесь медленно, но верно вы идете в правильном направлении, двоечки. Благодарю вас, вторая позиция. Буду рада вашим лайкам, подпискам и комментариям. Идем к троечкам. Что же ваш человек думает у вас о ваших отношениях? Итак, мысли троечек. Мысли. Так, пустота.
сам не знаю, чего хочу, но от всего устал, надо что-то решать. Угу. Здесь человек понимает, что нужно что-то делать, но, возможно, пока еще не решил, как делать. И причиной тому, почему не решил, может быть финансовый вопрос, опять же. Да, понимает, что нужно идти дальше, но здесь, скорее всего, опять же, финансы. Вот, да, совершенно верно. Хочет идти дальше, но не хватает денег, не хватает сил, не хватает ресурсов, средств, либо связан какими-то обязательствами, восьмерка мечей. Не могу, хочу, не могу, поэтому не знаю, что делать дальше. Но я понимаю, что так дальше продолжаться не может, здесь надо что-то менять. Что он чувствует по отношению к вам? Считает вас родным человеком. Десятка пентаклей – это карта семьи. Влюблен. Влюблен, чувства свои тоже, можно сказать, поставил на паузу. Здесь вот ждет того момента, когда можно будет всецело проявиться, потому что человек вы ему родной. Человеку вы, вот вы знаете, вот семья его, да, он как будто всю жизнь он вас знает. Но здесь он понимает, что с пустыми руками он прийти к вам не может. Полных рук, полных карманов у него сейчас нет, поэтому он, знаете, вот на паузе, да, период такой вот неопределенности. Сейчас я подожду, все будет хорошо, и я приду с чувствами, я приду с любовью. Что намерен делать? Давайте посмотрим. Работать намерен, да, работать, деньги зарабатывать. Ну, конечно, здесь все про деньги. Слушайте, третья позиция, здесь у вас какой-то, знаете, товарищ, настроенный на вот именно такой стабильный финансовый комфорт. И смотрите, может вам не говорить о том, что у него есть какие-то проблемы, может от вас утаивать, может найти 100 причин, почему он не может, да, конь сломался, машина заболела, наоборот, машина сломалась, конь заболел, но истинные причины того, что, почему денег не хватает, либо там не может вам предложить вот эту вот финансовую стабильность, он вам не озвучит, он стесняется, да, этого, он считает, что он должен поработать, должен заработать и прийти к вам с полными руками, с полными карманами. Каковы его желания? Любви хочет от вас, любви и развитие ваших отношений. Хочет, чтобы ваши отношения шли дальше. Хочет, чтобы вы понимали друг друга, чтобы вы смогли дополнить друг друга, дать друг другу то, чего вам так не хватает. Хочет очень развития, и вы знаете, нежности ему сейчас от вас не хватает. Вот прям вот чувства, какие-то теплые слова, какая-то романтика. Вот знаете, просто вот нежное там послание с добрым утром, и уже ему будет теплее намного. Каковы его страхи? Чего же он боится? Колесница. Смотрите, если на расстоянии, то боится расстояния. Боится того, что что-то делает не так. Правосудие – это, знаете, моменты, связанные, ну, вот именно с правильностью принятия решений, с какими-то законными моментами, да, с документами. И вообще Солнце – это достаточно положительная карта, но в негативном аспекте ее можно рассматривать как эгоизм. Здесь такое вот интересное сочетание, да, как будто бы, знаете, боится то, что за свои вот эти погружения в сферу материального, да, когда он излишне концентрируется на материальном, здесь это его затормозит в том, что между вами происходит. Он боится, что как будто бы не получится у него вот этого вот движения вперед. Чего еще боится? Во-первых, может бояться того, что у вас может появиться кто-то другой в тот момент, пока он собирается, в тот момент, пока он вот в этом состоянии нерешительности.
А что делать будет? Что делать будет? Король. Смотрите, ну, во-первых, на деньгах сконцентрируется, чувства выражать к вам свои будет, да, и сделает какие-то шаги. Здесь будут шаги с его стороны. Да, будет вас завоевывать. Но смотрите, будет вас завоевывать тогда, когда вот эта стабильность его финансовая, да, когда эта уверенность у него придет, когда вот эти вот блоки и страхи, связанные с тем, что у меня может не получиться, да, вот когда я не имею денег на подарок, я не имею средств на то, чтобы создать счастливое будущее, чтобы вот у него это состояние прошло. Как только он станет более уверенным в себе, он сразу же начнет делать шаги к вам навстречу. Какой вам совет? Звезда, маните его, ставьте цель, чувствуйте себя настоящей императрицей. Императрица у нас это добрая, любящая женщина. Это женщина, которая всегда довольна. Маните его, маните, притягивайте. Если на расстоянии, поддерживайте вот это вот общение посредством переписки, да, ждет от вас, скорее всего, какую-то весточку. Дайте ему понять, что вы в нем заинтересованы, проявите заботу, проявите любовь и ведите себя уверенно. Императрица всегда уверена в себе, у нее нет сомнений. Даже если рассматривать, да, вот у нас здесь фигурные карты королевы жезлов, очень часто отыгрываются как соперницы, да, если вдруг будет какое-то у него взаимодействие по работе ли, по делам ли, да, с какой-то барышней, абсолютно спокойно себя ведите, знаете, что у вас конкуренток нет. Поэтому троечки, здесь все будет хорошо, нужно тоже потерпеть, пока с финансами вопрос у товарища решится. Так, благодарю вас, троечки. Благодарю всех за просмотр. Буду рада вашим лайкам, подпискам и комментариям. До встречи в следующих видео.